Опять я в тук-туке. По сравнению с Коломбо тут вообще пипец. Это что такое вообще? Здесь очень много туристов. Потрясающе. Красивый. Мне, походу, придется вот в тамбуре стоять всю дорогу. Это трэш. Я увидела слона. Я до этого увидела такое. В цирке. Шри-Ланка – остров, который славится своими разнообразными ландшафтами, животными, которых лично я видела до этого только в зоопарках. Здесь контрастно сочетается цивилизация и босоногие местные. Без приключений я тут, конечно, не осталась. Мой путь начался со столицы Коломбо. Конечно, я не могла добираться стандартным способом. Сначала на такси до Бастейшна, потому что там невероятный ливень. И теперь в автобусе вместе. В переднем сиденье. Я считаю, это супер. Ох уж этот автобус. Потом, когда мы доехали до места назначения, меня одну оставили в автобусе. Немного отвезли от главной остановки и попросили за проезд около 1000 рублей. Так как я еще не понимала, какой курс, а это еще и 2 мужика, водитель и кондуктор, я, конечно, заплатила. Но осадок остался неприятный. Первый раз в тук-туке. Прикольное ощущение. Даже здесь поместились совсем не. Я наконец-то уже доберусь до кровати. Очень хочется спать. Решила я тут побыть пару дней и посмотреть, как же выглядит столица. Это оказался большой шумный мегаполис на берегу моря. Из достопримечательностей мне приглянулись храмы. Вот места, которые мне понравились, и я рекомендую вам их посетить. Храм Гангарамая. Неподалеку находится храм Сима Малака. Один из центральных храмов. Интересно, смотрите, как они бросают деньги. Они просто валяются на полу. Он даже доллар, кстати. Интересно, интересно. Но помимо буддийских храмов, в городе вы встретите много и католических, так как Шри-Ланка – бывшая колония Великобритании. Также очень красивое здание старого парламента. И обязательно рекомендую прогуляться по набережной. Это очень красиво. Я наткнулась на то, как местные смотрят футбол под открытым небом. Прямо сидят на газоне, у них огромный экран, и они кайфуют. Также здесь очень модно запускать воздушных змеев. Идем дальше. Парк, название которого я не выговорю, но вы можете его увидеть на экране, является старейшим и самым большим парком Коломбо. Здесь множество различных деревьев и прикольных цветов, кустов. Вот один из них даже шевелится. Офигеть. Еще на территории парка есть военный монумент, большой золотой Будда, и напротив находится ратуша колониальной эпохи. Город сочетает в себе разруху и новые высотки. Это интересно глянуть своими глазами. Но дольше 2 дней я бы тут не советовала оставаться. Все, мое приключение в Коломбо закончено. Двигаюсь в Хикадула. Надеюсь, в этот раз меня не обманут с проездом на автобус. Опять я в тук-туке. Мне так нравится этот транспорт. Вообще он такой прикольный. Класс. Надеюсь, меня отвезут туда, куда я попросила. Я так на пальцах объяснила, что нужно на остановке, где я смогу сесть и уехать в Хикадула. Где же пачки? Good, thank you. Я нашла автобус, вроде даже по адекватной цене. Меньше, где-то $2. Договорилась сразу на берегу, сколько это будет стоить. Вот так вот он выглядит. Очень комфортный, маленький и с кондеем, что очень важно, потому что жара пипец. Что я вышла из автобуса, хорошо посмотрела на карту, попросила где-то остановиться. Чуть ли сумки, часть сумок не осталась в автобусе. Ну ничего, вроде показывает идти пару минут. Влажность тут, конечно, просто сумасшедшая. По сравнению с Коломбо тут вообще пипец.
потому что тут в шагах океан. Очень секси я выгляжу. Да, я думаю, я мокрая просто насквозь. Я еле нашла, потому что здесь прям тропики, надо было лазить в чужих частных домах. А меня чуть ли не затащили в какой-то другой дом. Какая-то бабка там упала. Короче, вообще какой-то трэш. Но главное, что я добралась. С меня хотели взять, как обычно, больше денег, но не тут-то было. Я с ними поспорила по телефону, и нормально все. Взяли столько, сколько должны были. Ну что, ром-тур. Сушочек есть. И прям большая кухня. Прям нормас, я считаю. Следующая моя локация – это Хикадува. Его, конечно, сложно назвать городом, это скорее деревня с небольшим количеством признаков цивилизации. Здесь есть небольшие отели, ЖД, странные магазины, много-много вывесок на русском языке. Ну и главное, здесь есть пляж, на который я, конечно же, сразу побежала. И первой моей любовью в животном мире стали черепахи. Именно на этом побережье они бывают достаточно часто. И увидеть их вживую – это просто детский восторг. Офигеть, какая ты большая! Это что такое вообще? Рассказываю. Пришла, значит, я в магазин. Хотела себе купить вот такие штанишки, но я же 1,86 м, у меня длиннющие ноги, и на меня ничего нет. И девушка мне предложила на 3 копейки дороже, но сделать прямо здесь, сейчас. Я спросила, как долго делать. Я думала, если честно, несколько дней. Она говорит, 1 час. Ну, если хотите, я прямо сейчас сделаю. И я такая, ну, давайте. И вот. Она их делает. Вот это сервис. Смотрите, какой шик, блеск, красота. Длинные, я бы сказала, длиннющие, широченные. Я доволен. Вот так выглядит еще кофта, которую я приобрела. Она для серфа, но она еще и помогает не сгорать. А я имею свойство такое. Видите, насколько важно, что пока я ее одела, я уже вот так вот вспотела. Что? Go купаться! Я попала в сезон дождей. Море чаще бушевало, но от этого оно было не менее красивым. Только полюбуйтесь. И мне посчастливилось застать парочку великолепнейших закатов. Шри-Ланка славится тем, что тут прекрасное место для серфа. Я решила попробовать. Я буду пробовать серфить! Первый раз в жизни доска! Меня никто не учил, мы с другом просто взяли доски и, по сути, просто баловались. Удалось только лежать на животе и кататься на волнах. Но главное, было весело. В один из выходных дней я сгоняла в соседний город Гале. Аутентичное место в колониальном стиле, не похожее на остальные города. Местный маяк выглядит романтично и днем, и ночью. Я считаю, идеально. А вечером на обратном пути я наткнулась на местную вечеринку. Народ зажигал под веселые треки прямо на улице. Ну что, я отправляюсь в путь в Эллу. Это 200 с чем-то километров. Вот в таком формате. Вот здесь багаж. Вот здесь еще один рюкзак. У меня первый привал. Вот так это все выглядит. Очень жарко. Вот именно сегодня, когда мне нужно было в дорогу, небо наичистейшее.
такое впервые вот за, я какой сегодня, 10-й день. Вот пару облачков вдали и как бы все. Очередная остановка. Осталось 74 километра. Я, конечно, уже достаточно сильно подустала. Застала все, что только могла. Огромных варанов на дороге, собаки, которые лезут, люди, которые выбегают, машины, которые по встречке в 3 ряда едут. Очень плохая дорога в какой-то момент была. Ну и в моменте еще бензин заканчивался, а заправки нигде не было. Но я ее нашла. Пока такие новости. Ну что, я добралась. Ближе свою рожу показывать не буду. Это страшное зрелище. Рум-тум. Рум-тум-тум. Рум-тур. Это моя комнатка на ближайшие 5 дней. Очень мило. Там балкон. Там луна. Вот, симпатичненько. Днем, наверное, вообще класс. Зеркало. Там. Басрум. Очень миленький. И я урод. Я добралась до, наверное, самого популярного места на Шри-Ланке. Это Старый мост. Здесь очень много туристов. Достаточно сложно сделать нормальную, приличную фотографию. Но если ухитриться, как я, вот в кустике спуститься, можно, в принципе, что-то подобное симпатичной фотографии сделать. Владелец отеля рассказал, что знает красивые места, и повез меня туда. Куда? Я даже и не знала. Ребятки, что за место мы приехали? Посмотрите, какая красота. Тут вид потрясающий. Хоть я и любитель гор, но здесь очень-очень прям, жарко настолько, что нечем дышать. Это такое странное ощущение. То есть, понятное дело, давление и духота, как будто ты поднимаешься в хамаме. Но я очень надеюсь, что конечная точка того стоит. Оказалось, что мы приехали на огромный водопад. Водичка, конечно, прохладная, но это такой кайф после такой жары и духоты. Энергетика тут космическая. Водопады, сердечко. Он находится на невероятной высоте. Здесь потрясающие виды. А стоять на краю этого просто отвал башки. Нет! Она на меня не прыгнет. Ты куда? Как дела? Хай! Красотка. Привет. Такие уши у тебя. Кто это у нас там сидит такой? Красивый. Обалденный. Узнаете эту красотку? Я, если честно, с трудом впервые за месяц накрасилась. А все потому, что сегодня поеду кататься на поезде, смотреть красоты и надеюсь сделать такие вот инстаграмные фотографии. Но не уверена, что получится, потому что для этого нужно будет найти того, кто сможет нормально сфотографировать. А здесь это сложно. Короче, посмотрим. Погнали! Моему возмущению нет предела просто. Когда я покупала билет, мне сказали, что это первый класс. Я такая: о, классно, круто. Ага, захожу, на моем месте типа кто-то сидит, потом приходит чувак, который здесь что-то там, следит за билетами.
Говорит, нет, у вас второй класс. Я говорю, в смысле? Я когда покупала, я говорю, был первый класс. Он куда-то уходит, я принципиально сижу в первом классе, потому что я сходила во второе намного хуже. И место у меня херовое, оно не около окна, здесь нет кондей, здесь жарко. Я такая, какого хера? Короче, в итоге пришел капитан, мы с ним порахусили, на что он мне говорит, нет, это второй класс. Я говорю, так а почему, когда я покупала, мне сказали, что это первый класс? Ну вот так, наверное, произошла ошибка. Короче, я очень злюсь, я очень надеюсь, что будут красивые виды. И мне, походу, придется вот в тамбуре стоять всю дорогу, потому что там, хуйня полная, а не место. A few minutes later. Поезд мечта идиота. Еду на поезде. По Шри-Ланке. Класс. Чуть ли не проехала свою остановку. Вообще чисто случайно увидела, что что-то народ выходит. И вот, на Ное. Ура. Ой, какие клевые все. Такой путь мне посоветовал все тот же владелец отеля. То есть выходишь на этой станции, идешь, ищешь тук-тук, якобы задешево, хотя, конечно же, по факту потом оказалось не так. Едешь до ближайшего города и там садишься на автобус до уже Эллы. Но оказалось все намного сложнее. Слушайте, это какое-то сумасшествие, я вообще ничего не понимаю. Меня довезли до города. Тук-тукер мне говорит, что автобус до моего города отсюда нафиг не ходит. И я не понимаю, что делать с этим. Надеюсь, что я найду все-таки автобус. Если я не найду, то пипец. У меня 5% на телефоне. Я, если честно, начинаю нервничать. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Но это, конечно, дурдом. Другого слова у меня нету. Сказали, что через час будет автобус вроде бы как. Но держим кулачки, но мне еще час надо что-то делать. Пойду, наверное, что-нибудь перекушу. Стресс, конечно, невероятный, но каким-то невероятным чудом спустя 35 человек я выяснила, какой автобус все-таки идет до Эллы. Стоит он недорого, я в него вот села. Надеюсь, я до дома доберусь. Но это трэш. Если честно, если вы такой же псих, как я, то не советую. Таким образом, лучше, конечно, доехать на поезде и обратно поехать на поезде. А вы знали, что раньше Шри-Ланка называлась Цейлон? И именно отсюда появилось очень большое количество вкуснейшего чая. Я сгоняла на чайную фабрику. Здесь есть гид, который неплохо говорит по-английски, интересно рассказывает. Now 300 kilos is the capacity of the rolling machine. Because you can accommodate in the machine. Мы прошли весь процесс от сортировки листьев до момента их сушки. В конце нашей экскурсии нам предложили попробовать разные виды чая. И здесь же продается всевозможнейший чай, который вы можете приобрести по очень доступной цене. Место, которое разбило мне сердечко, в хорошем смысле, это храм на горе. Просто посмотрите. Он находится на высоте 1250 метров над уровнем моря. Здесь невероятно красивый вид на все 360 градусов. Монастырь, правда, немного еще не достроен. Его уже 12 лет строят. Из-за пандемии все остановилось, но вроде говорят, что скоро завершат. Но уже выглядит очень симпатично. И атмосфера здесь умиротворяющая. Помимо всего этого, тут в Элле очень красивый закат. Послушайте, как поют в местных храмах. Мимо ехала, увидела местную пекарню. Вот, просто ради интереса я вам сейчас покажу, что у них в пекарне. Когда вы жалуетесь в России, что у вас в пекарне что-то нет, вспомните это видео.
Доброе утро. И вновь чемоданы собраны. Мчим в новую локацию. Одной из моих больших мечт было увидеть слонов в дикой природе. И эта мечта осуществилась. Свершилось. Я увидела слона. Какой он классный. Эй, красавчик. Video ගන්න. ඔයා කැතයි. Кушает. ආ පොතක් ගන්න. ඉලෙක් ගන්න. මෙයා ගන්න බොයි. Слушайте, я не могу, я плачу от счастья, потому что тут еще один слон, блин. Просто едешь по дороге, а тут слоны. Я их до этого видела только в цирке. Посмотрите, какой слон. Офигеть. Встретила очередного слоника. Прекрасная фотомодель. Стоит тут, значит, позирует. Кто такой красавчик? А? Ну просто невероятно. Но начнем с самого начала. Очередной трэш. Я приехала по локации, которую мне скинул чувак с букинга. А в итоге он говорит, ну я вот здесь живу, а отель на самом деле в другом месте. Через какие-то поля, леса. Мы поехали. Приезжаем. Он говорит, что вы остановитесь? Вы же завтра на сафари собираетесь. Ну да, я собиралась на сафари. Он мне обещал за 25 баксов. А сейчас начал говорить про 60-70 долларов. Я такая, чего? Ну, короче, здесь так же, как и всегда, хотят наебать тебя, потому что ты белый. По дороге мне водители джипов кидались под ноги и останавливали меня, и такие сафари, сафари, сафари. Если честно, на парк я со стороны посмотрела. Красиво. Слоников я увидела. Мое сердечко ими было покорено. И я считаю, что это достаточно. Я понимаю, что сейчас в ночь, но я поеду все-таки в тот город, в котором я изначально первый раз была, там, где на пляже. И там потусуюсь последние 2 дня, потому что я уже скоро улетаю. Уже 4-й час еду в ночи, из приколов меня уже 3 раза останавливала полиция. Первый раз он остановил и сразу же, типа, езжай. Второй раз абсолютно все проверил, все документы на байк, права, спросил, что, куда, зачем, почему. Ну, все, отпустил. И 3-й раз сейчас остановили ребята и такие, ты не мальчик? Когда я начала говорить, они поняли, что я не мальчик. Хотя хрен поймешь, да я вся в черном, кто едет. Ну, посмотрели права, спросили, курю ли я говорю, нет, я только пью водичку. И на этом разошлись. Я доехала. Прошло 11 часов. Это даже неплохо при условии того, что половина из них я ехала в ночи. Смотрите, тут новшество. Зеркальце сделали. Новую стульчик поставили. На кухне поставили чистящее средство. В общем, тут прям чутко облагородили квартирку. День, конечно, вышел сумасшедший, но главное, я увидела слонов. Слушайте, последний вечер просто удался. Сначала подошел чувак с обезьянкой и дал мне бесплатно подержать на руках. Это вообще что такое? А потом я видела, как маленьких черепашек отпускали в воду. Их вроде бы всех выпустили, а именно вот когда я проходила, остатки выпускали при мне. Короче, я это увидела. Это вообще что это? В общем, Шри-Ланка провожает меня очень, очень дружелюбно, на удивление. Ну что, Шри-Ланка, пришло время прощаться. Это было очень интересно, безумно познавательно. Разрыв сердечка от животных. Что вам понравилось или не понравилось, пишите в комментариях, обязательно ставьте лайки и колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. А я погнала дальше. До новых локаций!
Я не знаю, как так произошло, но очень долго я получала свои билеты, а он куда-то звонил, они что-то обсуждали с коллегами. И в итоге мне дали 2 билета, что один, что второй, около окна. Очень приятно. Не знаю, что они там понарешали, но спасибо Лангите большое, и я в добрый путь, значит.